Вообще считают... Здравствуйте, здравствуйте. Это музей Рабуни. Так. 1000 драм билеты. Ага. По 1000, да? Да, ребенка 300. 2300 получилось. А если фотографии будет 1000 драм. Ну тогда давайте еще фотографии. Значит 3 и 300 ребенку. Сейчас поищем мелочь. Два, три, так. 500. Все. Мы на горе Рабуни, на холме. Перед нами цитадель. Да, обзор. Ей почти 3000 лет. Обзор действительно с этой точки открывается, да. И здесь оборонять окружающие территорию было легко. Рабуни, город, располагающийся на этом холме, Рабуни назывался. Историки и археологи сходятся на том, что Рабуни и Ереван имеют очень близкое смысловое значение, а именно дом отца. Поэтому годом основания Еревана принято считать год основания этой крепости Рабуни, города-крепости. Это было в 732 году до нашей эры. То есть этой цитадели без малого 3000 лет. Она была разрушена в V веке. Была разрушена в V веке до нашей эры в связи с тем, что город был покинут жителями. Цитадель была построена для того, чтобы урарты имели возможность закрепиться в Араратской долине. О, вот они, главные ворота, главный вход. Ничего себе. Вообще считается, что население Рабуни, урарты, в настоящее время является составляет основной генетический фонд армянского народа. Самое удивительное, что город заинтересовал археологов только в самом конце 19 века, когда местный житель продал российскому ученому табличку каменную с клинописью, где было указано, что царь Ардишти I построил на этом месте зернохранилище. Но несмотря даже на эту находку, только в 1950 году здесь начались серьезные археологические раскопки. Но, судя по всему, город был очень современный, с водопроводом, канализацией, Да, в музее мы видели. банями. В музее мы видели подземный водопровод, Да. который был скрыт от глаз врагов. Если даже город попал бы в осаду, врагу нужно было приложить усилия, чтобы найти этот водопровод, выкопать его или повредить как-то.
Удивительно в том, что Вот, смотри, интересный кадр. Старые стены, Да. а над ними стены, построенные в 20-21 веках. Дома современные. Можем фотографии. Прекрасно отсюда просматриваются окрестности. Ой, да, вот эта клинописная таблица. Удивительно совершенно алфавит для того времени, правда? Ага. Фактически это поселение и вообще государство Урарту было современником Римской империи. Так что представляешь, Лиза, по каким временам мы идем? Очень совершенное. Во времена Римской империи мы с тобой оказались. Вот смотри, основания колонн даже сохранились. Юля, смотри. Смотри, дым идет. Такое ощущение, что мы оказались 3000 лет назад. Да, посмотрите. Там, наверное, кто-то зажег Сейчас. костер. Ага, кто-то запалил костер. Огонь. Ну-ка, Лиза, пойдем основание колонн посмотрим. Смотри, какие. Вот это да, скажи, ничего себе. Лизонь. Так, я спускаюсь. Сейчас пойду. Оп. Здесь что располагался? Гарнизон или погреба? Я не знаю. Да, к сожалению, табличек нет. Нет, они есть, но там... Знаешь, все-таки, наверное, гарнизон. Потому что очень близко к стенам Ага. цитадели. То есть траву жгли здесь. Просто совершенно. То есть хочешь сказать, здесь обороняющиеся вот так сидели и смотрели из-за этой стены? Да, это дверные проемы вот были. А зачем нам выбираться? Мы здесь останемся. Вон сколько помещений. Водопровод, может быть, да, найдем. Но это вообще нечто. Явно в тебе нет урартской крови. Иначе бы ты забралась в один миг бы сюда. Старое и новое в одном кадре. Опа! Тебе надо к маме идти. А, так ты сама можешь здесь забраться. Ты как жительница этих помещений. Это цитадель носила название «Кровавая крепость». Почему? Ну, точно не из-за того, что здесь были кровопролитные сражения. Потому что в те времена жители Эрбуни просто ушли отсюда. Археологи туфа? сходятся на том, что на этом холме росло огромное количество маков. Так, ну мак я действительно здесь видел. Здесь уже потолок обрушается. Здесь тоже основание колонн.
здесь остались блоки с клинописью. Этому 3000 лет, 3000 лет еще Христос. Да, к этому, Это можно просто. к этому ну, даже это даже трогать жалко, как бы не испортить это. Но я думаю, что, наверное, если оставили под открытым небом, значит, это то, к чему можно прикасаться. Если 3000 лет это не уничтожили, наше с тобой поглаживание это точно не Ну, уничтожит. А если миллионы туристов пойдут и начнут Тогда трогать, эти камни трогать. вынут и уберут в музей. это помещение. И здесь тоже, да, Лизунь? Здесь тоже такое же. Ага. Ну чего, кто какую комнату выбирает? Это были как раз Лизунька, не маленькая, квадратов какая? 18. Где у тебя? Конечно, бы выбрала вот это. Это твоя спальня будет, да? Будешь жить здесь? Конечно, мне только порядок надо навести. Порядок? Ну, порядок, да, типа обставить нужно. Главное ведь Поставить кроватку. Ванну, письменный стол и шкаф с книгами. А книгами в нашем сказочном королевстве служат вот эти Да, вот клинопись вот такие книги наскальные. будут каменные у тебя. Лизунька. Вот и маки. Это дворец, по-видимому. Вид из этого дворца открывался фантастически. Добрый день. Добрый день. Ну и как впечатление? Вот это буквы армянские описали. Клинопись, да, вот мы Да, читали. можете эти фотки делать даже. Ага. Клинопись. А Знаете, вот на что? сильно из Москвы привез, блин, как будто ему не интересно. Интересно, я уже здесь 18 лет нахожусь, приехали на машине. Ага. Сильно объясняю, вот туда-сюда, еще непонятно. Когда Молодой еще. пока станет с возрастом там 30, уже начнет понимать. А вы сами из Армении? Да, я из Армении, да. Уехал в Москву. А, живете в Москве, да, Да, постоянно? да, постоянно. Приехал сейчас, как Удивительно. гости. Мама здесь живет. Ага. Ну, Да. нет, Армения вообще восхитительна, конечно. Да, история большая. Очень. Вот, потому что история, да, большая. Исторически, когда вот едешь, вот недавно ездил, лет 5 лет назад в Турцию, Ага. когда едешь в Турцию, везут тебе экскурсию, там смотришь только история показывает, или армянские истории, или грецкие истории. Потому что, типа, рядом по-русски языку не разговаривают.